Друзья, всем привет! Вчера прошла масштабная презентация компании Xiaomi на глобальном рынке, и на этом мероприятии говорилось о многом. О новой линейке Xiaomi 15T и 15T Pro, о продуктах умного дома, конечно же, о HyperOS 3 и про умные автомобили. Но понятное дело, нас сегодня с вами будет интересовать именно HyperOS 3 на глобальном рынке. И в этом видео мы с вами рассмотрим, что же интересного было сказано на презентации касательно HyperOS 3. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Перед самой презентацией было очень много разных слухов касательно того, что ее как не покажут, так наоборот и покажут. Но ставки были еще интересны тем, что будет ли 15T из коробки идти с HyperOS 3, но этого не произошло. Получается, саму HyperOS 3 на презентации поделили на три таких раздела. Это дизайн, это взаимодействие и, конечно же, искусственный интеллект. Что же касается дизайна, то, понятное дело, компания Xiaomi подгоняет всю эту историю под китайскую HyperOS 3. И тут, в принципе, не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Это обновленные ярлыки, это обновленная строка состояния, это новые стили для экрана блокировки, ну и плюс также были показаны те самые виджеты, которые добавлялись еще до презентации, ну и, кстати, как оказалось, это была все-таки наработка на HyperOS 3. В целом, как вы знаете, что HyperOS 3 несет в себе лишь только опции такие, назовем это так, визуальные, и также еще одна из визуальных функций, но, возможно, кто-то ее прям очень сильно ждал, это Xiaomi Hyper Island, ну или же, как все называют, это динамический островок. Получается, его не вырезают, ну, в принципе, я вам об этом еще говорил ранее, что как бы если в китайском рынке эта фишка есть, ну и в принципе, что это основа данной оболочки, то для глобальной прошивки также она перекочует, ее никуда не уберут. Получается, кроме этого всего на презентации было показано, как эта опция может взаимодействовать и в принципе как она может работать. Да, в принципе выглядит весьма неплохо, но главное, чтобы в реальности не было никаких проблем. Также, как было заявлено на презентации, этот островок поддерживает очень разные активности, начиная там от календаря, от часов, заканчивая звонками, музыкой, фонариком, ну и прочим. Да, вы можете сейчас сказать, что не слишком много всяких приложух, которые поддерживаются, но я думаю, что в будущем это будет лишь только расширяться. Плюс отдельно еще показали нам такую историю, как свайп между этими всплывашками в островке. То есть мы можем условно запустить там параллельно 2-3 приложения, которые поддерживают островок, и между ними переключаться. Ну, кстати, я вот попробовал на примере китайской прошивки, выглядит весьма неплохо. И вот тут, смотрите, сейчас можно заметить интересный момент, что у нас просматривается поисковик на рабочем столе, и он под стиль такого жидкого стекла. Что это означает? Что, скорее всего, разработчики введут такой визуал на глобальную прошивку, как это есть в Китайке. Хотя, возможно, опять же, этот рендер, который вы только что могли наблюдать, он просто существует для демонстрации, и в реальности этого не будет. Плюс также еще разработчики сделали акцент на том, что этот островок будет очень удобен для путешествия, для музыки, но и для работы. Ну, одним словом, выглядит все, конечно же, очень прекрасно, но этим нужно попользоваться на деле. И я думаю, что уже в реальности вам эта вся история зайдет. Следующий раздел, на котором сделали акцент, это взаимодействие. Ну и в принципе понятное дело, что если вы владеете планшетом и актуальным смартфоном Xiaomi, то для вас как раз это взаимодействие или же кросс-платформа будет весьма очень удобной. То есть, как было также заявлено на презентации, условно, вы можете разблокировать с помощью планшета смартфон, и при этом как бы все ваши данные будут под надежной защитой. Плюс также вы можете выполнять всевозможные действия вот по типу как принятие звонков, ну или же синхронизация звонков, Home Screen Plus, то есть это рабочий стол транслировать на планшет получается, ну и так далее. То есть все это управление весьма гибкое, весьма интересное, но опять же, оно не для всех. То есть я не думаю, что есть очень много пользователей, у которых условно есть там актуальный планшет и самое последнее устройство Xiaomi. Плюс по взаимодействию, смотрите, есть еще такая тема, как Touch to Share. То есть, ну, грубо говоря, мы как через икпорт раньше когда-то в бородатые времена передавали, то сейчас компания Xiaomi на своем примере с помощью касаний такую опцию вводит. Ну и понятное дело, откуда это все было взято.
И, конечно же, вот сделали очень такой отдельный акцент на том, что если вы владеете не только устройством компании Xiaomi, а, допустим, Apple, то понятное дело, что вы можете смартфон Xiaomi сопрягать, допустим, с MacBook'ом. И прям этим они очень гордятся, и на этом вообще, в принципе, они могут долго петь разные дифирамбы, ну, это и понятно. Ну, опять же, я не думаю, что кто-то владеет MacBook'ом и, допустим, Xiaomi Pad 7 Pro, ну, или же каким-нибудь актуальным смартфоном Xiaomi. Хотя, опять же, я могу ошибаться, и в комментариях вы меня можете поправить. И теперь мы с вами приходим к третьему и последнему разделу презентации HyperOS 3, это Smart AI. Вообще, в целом, я ожидал тут чего-то, ну, знаете, куда более поинтереснее, и, в принципе, Hyper AI остается в том же виде, что он и был. То есть, получается, это у нас распознавание текста, распознавание речи, поиск в целом, ну и там, получается, картинки. Что же касается текста, опять же, ИИ писатель, как он называется у нас в настройках, то есть если вам лень, назовем это так, писать какие-то текста, вы можете воспользоваться вот данной историей, за вас она будет писать текст, и вы вообще сможете насчет данного вопроса не переживать. Плюс DeepSync мод еще также будет у нас участвовать во всем этом написании. Да, в принципе, удобно, но опять же, чего-то прям прорывного по искусственному интеллекту я лично не заметил. Касательно речи, опять же, все тот же диктофон, который у нас напичкан там всевозможными функциями и опциями для распознавания речи, выглядит также очень интересно, но на практике я не знаю, какое количество людей всеми этими фишками пользуются в плане диктофона. Теперь же, что касается умного поисковика. Вообще, в принципе, я не знаю также, какое количество пользователей Xiaomi с ним взаимодействует, но разработчики делают, опять же, отдельный акцент на этом. Получается, вбиваем какой-нибудь запрос, поисковик нам, получается, ищет на какую-то информацию, плюс, кстати, как обещают, в галерее также поисковик подтянут, и вот по названию нам будут выбиваться фотографии. Опять же, как оно будет работать на практике, непонятно, то есть нужно дожидаться, когда придет прошивка, и тогда мы с вами уже сможем понимать, что же разработчики там намудрили. И что теперь касается изображений. Получается, это, конечно же, можно сказать, такая гордость компании Xiaomi. Это всевозможные фишки, которые связаны с искусственным интеллектом и динамическими обоями. То есть, если по умолчанию там есть какое-то определенное количество динамических обоев и вам они не нравятся, вы сможете без всяких проблем условно под себя что-нибудь такое сделать, что-нибудь там такое вот интересное сгенерировать, это поставить на экран блокировки, ну и в принципе и все. Ну и, наверное, вы все ждете, какие же смартфоны смогут получить эту новую HyperOS 3, и самое главное, когда. В этом году компания, как вы понимаете, решила растянуть что на китайском рынке, что на глобальном рынке рассылку прошивок. Ну и, соответственно, у нас вся эта история начнется с октября и ноября 2025 года. Опять же, более детально разработчики не сказали, когда это именно произойдет, то есть просто они дают сроки. Вот, допустим, для актуальных флагманов и, в принципе, актуальных смартфонов этого года. И тут вы можете на слайде посмотреть, что рассылка стартует с октября и ноября 2025 года. И как это было, вот, допустим, в том году, что они не указывают там конкретно, что там условно с конца, с начала, с середины. То есть просто вот какой-то определенный период, начиная с октября и ноября 2025 года, эта рассылка будет происходить. Та же самая история касается и рассылок, которые начнутся с ноября и декабря 2025 года. Тут у нас, получается, участвуют уже смартфоны прошлых поколений, ну вот в частности в нашем случае это аппараты и флагманы прошлого года. И следующая, третья графа, которая у нас остается, это рассылки, которые будут у нас начиная с промежутка декабрь 2025 года и март 2026. То есть это имеется в виду не по март, а это имеется в виду, что и в марте 2026 года еще на какие-то аппараты вот как бы рассылка будет происходить, и на них еще что-то сможет дойти. Тут у нас участвуют, смотрите, Xiaomi 13 и тому подобное. И тут теперь мы приходим к интересному моменту, что Xiaomi 12 также получает обновление HyperOS 3. Все, что ниже, соответственно, увы и ах, в пролете. Ну и что же, давайте подведем итог. Глобальная презентация не впечатлила, назовем это так, потому что и так было все известно касательно HyperOS 3, как она выглядит, что в принципе в ней есть, что она в себе несет, ну и тому
подобное. Вопрос был лишь только в том, насколько урежет эту оболочку по сравнению с китайской прошивкой. Ну и из того, что я увидел, не могу сказать, что как-то ее понерфили, что-то убрали. То есть все то, что было показано для китайского региона, все это добро и осталось. Опять же, не сделали никакого акцента на анимациях, не сделали никакого акцента на открытии приложений, на стоковых приложений, никакого акцента не сделали. То есть, возможно, в глобальной прошивке с этим будут вопросы, а возможно и нет. То есть тут уже будем дожидаться и смотреть, что будет по факту. Ну а каково ваше мнение по данной презентации, в принципе, по HyperOS 3 Global? Пишите это все в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.